В общем, приехал посмотреть квартиру практически за $1000. Хочу переехать туда, жить. Станция метро Национальный музей Катара. Вроде бы прикольная локация, классная квартира. Посмотрим, сейчас вместе с вами зайдем, стоит ли вообще она своих денег. Вообще мне локация эта нравится, очень удобно, так как рядом есть метро. Вид тоже шикарный, там открывается на залив и на музей в том числе. Но мы сейчас посмотрим, какой вид вообще там из квартиры. По фото было вот так. Сейчас я покажу фотки. Раз, два, три, четыре. Примерно вот так это выглядело. Посмотрим вживую, соответствует ли все действительности. Вот, кстати, здание вот это. Сразу при выходе из метро. Очень удобно. Буквально там 1 минута и ты в метро. Ну, локация такая неплохая на самом деле. Сейчас посмотрим внутри. Все ли так, как они описывают. Так как тут любят приукрашать чуть-чуть. Но мы сейчас посмотрим. В общем, так выглядит. Это типа небольшой зал. Вид тоже на залив. Комната такая. Ну, все как на фото в целом. Вид тоже хороший, прямо отсюда открывается. Очень уютно здесь. Чуть-чуть грязновато, конечно, но я думаю, это все помыть можно. Шкаф также большой. Все поместится, все, что надо. Ванная такая душевая здесь. Санузел. Все очень цивильно, очень аккуратно. Также есть кухня. Здесь тоже. Здесь можно посидеть. Типа совмещенная получается, смотри. Ну и кухонька такая маленькая. Ну, все необходимое есть. Это другая комната. Получается студия. Здесь чисто вот кровать. Сразу при входе такая маленькая кухня. И туалет с ванной. Все счета включены, то есть электричество, интернет, все включено. Вид здесь абсолютно другой. Ну так себе, честно говоря. Сам по себе район неплохой, достаточно чистый. Такой камерный, спальный. Немного машин ездит здесь. Музей совсем рядом. И там уже залив. Там за музеем уже залив, офигенный вид оттуда. Но место на самом деле прикольное. Такие узкие улочки здесь, мне там нравится. Спокойно есть где покушать, есть куда сходить. В принципе, прикольное место. Нравится здесь, что достаточно много зелени, много деревьев, и все так прям, ну, очень компактно сделано и уютно. Создается прям уют такой. Приятно погулять, здесь пешеходная дорожка также есть. Но вот сейчас, так как high season, то есть много туристов, отели, большинство отелей не сдают помесячно вообще, и сложно найти что-то в аренду. Ну, я не теряю надежды, сейчас еще похожу, поищу, поспрашиваю. Может быть, какие-то варианты подвернутся.
Съездить еще в одно место, недалеко получается от нашего нынешнего отеля. Мы вчера там были, но, к сожалению, офис уже не работал. Сказали подъехать сегодня. Подъеду, сейчас похожу по району, здесь посмотрю. Если что, подъеду туда, узнаю, почем там аренда вообще. Вот это здание как будто выглядит как жилое. Достаточно красивое, симпатичное здание. Схожу туда, спрошу, может быть, там что-то есть. Но, видимо, вот это достаточно популярный район, потому что отели прям битком. Там. Здесь какой-то вот Кирьят, там Хэмптон. Здесь еще какой-то отель. Достаточно много. Необычное здание, кстати, такой формы, каскадной. Прикольно. Вроде бы такое место неприметное, и не думаю, что здесь прям будет дорогая аренда, но оказывается стоит денег. Вчера еще вообще ничего не ел, хочу найти какое-нибудь местечко, сесть покушать. Пока в районе здесь ничего не вижу. Отошел достаточно далеко от первого места того, где ходил. Попробую сходить вот туда. Написано Fraser Suites. По-любому там есть месячная аренда. Уточню там, и, возможно, там удастся еще и покушать. Пока приняли очень хорошо. И цены вроде бы, ну, такие, как везде, по факту. Посмотрим, зайдем, посмотрим. Такая студия получается. Здесь кровать сразу, кухня. Есть washroom. We have here one washroom, yes? Туалет тоже. Здесь ванная сразу и душ есть. And you have a cleaning service also, yeah? Yeah. Ну, неплохо для двоих человек, неплохо здесь. This is a wardrobe, yeah? Yeah, there are two wardrobes. Ну, шкаф есть тоже такой. All necessary for living you have here. And then, for sure, when it comes to have a breakfast. Yeah, you can speak. I will just show the video. There is a view, nice view, Yes. actually. Yeah. This one 9,000, yeah? This one is But- 8.5. Probably you didn't clean windows for a long time. We cleaned and it was like there was this wind, if you remember. Yeah, wind and rain, that's why. Yes. Yeah, this was quite, it's better. It's really- I thought it's separate, it's living room together. Yes. Because I thought it would be separate living It's not room. a one bedroom. This is studio. This is still studio. But the studio for 8,000, yeah? This one 8.5. 8,5, yeah. Кухня отдельная такая. Это тоже студия, то есть не однокомнатная. 8,5 тысяч реал получается. Ну, тоже аккуратно все. Pretty much the same. I mean, the same furniture, same design. Yeah. В общем, это однушка. Здесь зал, получается, отдельный есть. Это kitchen, yeah? Кухня, короче, тоже отдельно, смотри. Есть такая light here, yeah? В общем, кухня отдельная. Ну, честно говоря, не супер прям вау. This one is 9,500. Mhm. 1 month, 13 month will be free. 13 months free. So literally it's like 8,000 will be something if you divide, yeah. В общем, комната отдельная. There is no separate bathroom from the, yeah? Only one bathroom. Only one. We have one bedroom premier, which has guest toilet. То же самое. The same, actually. That one is 11,000. This is fine. This is not bad. This is quite spacious, as you see. Yeah. В общем, посмотрел я здесь квартирки, скажем так, на долгосрок. Есть здесь в этом отеле и на долгосрок. От года, в принципе, они неплохие цены дают для 5-звездочного отеля. То есть вот однокомнатная, которую я смотрел, крайняя, вот последняя,
9,5 тысяч реал, если на год. И те студии, одна 7, вторая 8,5, которая побольше. Ну, для такой локации, в принципе, с видом на залив, с видом на там, всю Доху практически, на Вест-Бэй, в том числе на музеи. Достаточно неплохая цена, на самом деле. Но не мой бюджет чуть-чуть. Вообще, место классное. И мне очень сервис понравился, на самом деле. Вот девушка Шалин, женщина, прям рассказала так все. Очень любезна была. За это респект прям. Зашел покушать. Ресторан называется Зайтун. Взял себе курочку такую. Сейчас будем пробовать. Вот ресторан Зайтун. Рядом находится, вот получается, недалеко от музея национального искусства. Национального музея Катара. И Сук-Вакиф недалеко. В общем, найти что-то по приемлемой цене здесь, в этом районе, вот в районе Сук-Вакифа, Национального музея, очень сложно. Все достаточно дорого стоит. Хотя я рассчитывал хотя бы на 1004 реал. Минимум 7. 6-7. Короче, такая комната. Это последний отель, в который я захожу. Рядом прямо с метро Сук-Вакиф. Тоже кухня, есть стиралка. Кровать большая. Шкаф тоже большой. There is a washing machine also? No. No washing machine? Ну, неплохой номер. В принципе. Для одного прям супер. Этот отель оказался самым приемлемым. Тут 50 метров до метро, прям очень удобно. Сук-Вакиф рядом. Цена достаточно приемлемая. Стоит подумать. Я думаю, я еще подумаю. Но это пока самый лучший вариант, который я нашел. Друзья, на сегодня я закончу свой влог. В общем, не удалось найти подходящий вариант. Не так-то просто это оказывается. Есть места, в которых можно жить только семьям. Вот, к примеру, как здесь. Здесь вроде есть квартиры и по неплохой цене, но только семьям можно. И нужно предоставлять брачный сертификат, о заключении брака сертификат. В общем, непростая задачка найти жилье по адекватной цене в Катаре. Так что делайте выводы сами, подписывайтесь на канал, лайк, комментарий. Всем пока!